Lenteli kesoisen päivän etsimada madakse, Звучит древнейшая ижорская руна о сотворении мира в исполнении Анжелы Мерзликиной. Monikultaisen mun naisen kolmas kellain karvalin. Ижорская земля. Инкеренма, так это звучит по-ижорски. Простиралась она от Карелии до устья реки Луги. С незапамятных времен здесь жили ижоры. Сами себя они называли Ижород или Ингерикот. Их предки, доиндоевропейские и дофинно-угорские племена, были первопоселенцами на этих огромных пространствах. В письменных источниках ижоры упоминаются впервые в XII веке. Римский папа Александр III в своих буллах пишет об инграх как о язычниках, опасных для христиан. Русские летописи XIII века сообщают о том, что Ижора сражалась вместе с новгородцами против шведов и ливонских рыцарей. В сказании о битве Александра Невского говорится: «Был муж старейшина на земле Ижерстей именем Пелгусий, и сумел он предупредить князя о подходе шведских кораблей». Исход битвы нам известен. История этой земли связана с бесконечными междоусобными войнами и столетней шведской оккупацией. Именно тогда появилось ее второе название – Ингерманландия. Только по окончании Северной войны в 1721 году земли эти были включены Петром I в состав Российской империи. К середине XIX века численность ижор составляла около 20 тысяч человек. Рядом с ними жили русские, водь, ингерманландские финны. Исконным занятием ижор были рыболовство, земледелие, скотоводство. XX век принес большие беды на эту землю. Ныне уже почти нет ижор в верховьях реки Оридыш, в деревнях по реке Коваши, в низовьях Луги. Здесь только старики помнят, что их предками были ижоры. На родном языке не говорит никто. Их осталось всего 360 человек. Часть из них живет в Петербурге, остальные на Сойкинском полуострове близ Кингисеппа. Они и расскажут нам о своей истории и жизни. И родители были ижоры, и прабабушки, и я теперь уже последняя, наверное. Уже эти, племянницы уже не говорят. Я коренная жительница Сокинского края. Мой отец коренной ижор, который родился на этой земле, и я родилась на этой земле. Мой отец
до 8 лет не знал ни одного русского слова. Но этого поколения ижор, старейшего поколения довоенного, становится все меньше и меньше. А послевоенные дети были лишены возможности изучать и говорить на родном языке. О своей национальности ижоры никаких сведений, когда я кончил 11 классов, я не встретила ни в каких учебниках. И никакие учителя нам не говорили об этой национальности. Кто мы, что мы, откуда мы пришли, какие наши исторические корни. И вот уже, когда пошли 90-е годы, пошло потепление. Ай, спасибо. Ай, вкусная уха. Уха очень хорошая. Сейчас можно кусочек хлеба. И костей нет. Не, все выбрали. Или месяц костям. Жорцы всю ночь работали. Серьезно? Все кости выбирали. Все кости выбирали. Перестройка, перестроились тотчас. Гармонист наш тоже стоит $20 за час. Дорогие сокинцы, с большим праздником вас поздравляю. Счастья, здоровья и всех благ. Здравствуйте, добрые люди! Сегодня вас приветствует председательство общества Шойкуле Галина Ивановна Самсонова, Ижорского общества. Спасибо большое, что вы пришли на свой профессиональный праздник. Я хочу вас поздравить с Днем рыбака на Ижорской земле. Ижоры славный народ, древний народ, с древними традициями. И эти традиции уходят в глубокую историю. Ижоры очень гостеприимный народ. И рядом живут и русские, и украинцы, и армяне. Знаете, многонациональный народ. А хозяева полуострова все-таки ижоры. Мы вас поздравляем с вашим профессиональным праздником, с коренным праздником, Днем рыбака. Побольше бы рыбы, поменьше горечи. На нашей сцене фольклорный ансамбль «Рыбачка». Мама мина кажватели кукаскен пяли, мне кулазом тели, танцем тели, тель шилан пяли. Рай рай рина дарина рина рина рай, рай рай рина дарина рина рина рай. Кумиолуш клинен шивит, эмиолуш тяли, лэндалэшн лауалэшн пен кадан пяли. Рай рай рина дарина рина рина рай, рай рай рина дарина рина рина рай. Или укака, укашитой вака, а каколы укаек, укакака валек. Мы приехали с подарками, и мы в этом году выпустили диск. Называется он «Эхо Ингерманландии». Это песни ижор и ингерманландских финнов. Мы будем страшно рады, если наши древние песни вернутся опять к людям, люди их опять начнут петь. Ижорский народ был удивительно певучим народом. Когда эту землю для фольклора открыли финские исследователи, а это произошло в середине XIX века, оказалось, что здесь пели все. Женщины-хозяйки, бурлаки на реках, мужчины, пастухи в полях, все кто угодно. Почти в каждой деревне был народный певец или народная певица. Представьте себе, Ижор в лучшие годы насчитывалось 20 тысяч человек, а от них было записано 125 тысяч песен. Есть в Финляндии замечательное собрание книжное, называется «Старинные руны финского народа». Там 34 тома. 9 томов – это ижорские песни, и 1 том – это Ларин Параска. Вот эта народная ижорская традиция, она тянулась многие десятки и сотни лет, певческая традиция. И даже в 20 веке, например, на Сойкинском полуострове жили великолепные народные певицы, такие как Кристина Андреева, Екатерина Александрова, которые знали огромное количество древних песен.
свадебная песня, при которой невесту как бы отдают сватам. Она, с одной стороны, и радостная, а с другой стороны, печальная, потому что невеста расстанется со своим домом. Вообще, ижорская свадьба – это была такая трехдневная опера. В нем пелось более 60 песен, и вот песня «Мараяне», на мой взгляд, одна из самых красивых из них. Группа «Корпи» мы образовали 3 года назад. Специально для того, чтобы те песни, которые пели наши матери, бабушки, прабабушки, прадеды, не пропали. Поэтому мы специально поем песни очень старинные. Их в деревнях уже не поют. Их помнят только очень пожилые люди. Но я думаю, что это очень нужно, потому что благодаря этой группе эти песни будут звучать. Эти песни девушки собирали на праздник, на летний праздник летнего солнцестояния, на Юханус, всех окружающих парней, девушек с других деревень. Поэтому она пелась обычно на пригорке и очень-очень громко, чтобы издалека было всем слышно, и все бы обязательно поспешили на ночной праздник. Песня «Тулка-тутат» не менее замечательная песня, потому что ей, может быть, 300, 400, а может быть и 1000 лет. Она была записана у Ларин Параска еще в 19 веке. Мы сейчас с вами стоим на берегу Тайпалын-Йоки не случайно. Здесь 150 лет назад бурлачила Ларин Параска. Это самая великая ижорская народная певица. И, по мнению многих исследователей, это лучшая мировая народная певица. От нее было записано 1152 песни, 1750 пословиц, огромное количество загадок, плачей, причитаний, заговоров, сказок. У нее была фантастическая память и фантастический импровизационный дар. Жизнь Ларин Параской была тяжела и многотрудна. Жила она очень бедно, у нее умирали дети, и она всю жизнь горевала по ним. И страдания свои она вкладывала в песни. Кому поведать о своих муках, кому рассказать? В молчании сохну, испепелюсь страданиями, так пела она. Известность пришла к ней в 53 года. Ее знали в Финляндии, в Хельсинки ей даже поставлен памятник. Знаменитые финские живописцы и скульпторы создавали ее портреты, великий Ян Сибелиус слушал ее плачи. Но слава проходит быстро. За долги был продан ее дом, и позже сгорел, и умерла она в бедности и полном забвении. На ее могиле слова: «Приносил мне песни ветер, ледяной порыв весенний, их ко мне толкало море, гнали их морские волны». В первые годы советской власти ижорскому народу, как и всем неграмотным людям, было уделено огромное внимание. Кадры учили на своем языке, партийные, это государственных работников учили на своем языке. Мои родители ижорами были. Отец жил в этой деревне, а мать жила в соседней деревне Кошкино. Родился я в 25-м году. В начальной школе изучали ижорский язык. Помню, некоторые даже такие книги были по чтению, по арифметике. До какого года, я не помню, учили. Наверное, до 1934 года, наверное. Года 2-3, наверное, не больше учили. Я держу в руках букварь. Автор Ильины и Юнус букварь для ижорских школ утверждено наркомом РФСР. И вот еще 2 книги, которые также на ижорском языке, это биология и арифметика. Вот такие книги были изданы в 1937 году, и на них преподавалось в наших ижорских школах. Но прошел 1937 год, и это было запрещено. Были закрыты все ижорские школы. В 2 дня изъяты учебники.
В Ленинграде расстреляны многие преподаватели, в их числе создатель ижорской письменности и букваря Вейна Юнус. Драконовское постановление 1935 года о паспортном режиме и об очистке пограничной полосы от кулацкого и антисоветского элемента на долгие годы продлило репрессивные меры по отношению к ижорам. У нас ведь раскулачивать-то некого было. Тут были, как говорится, все эти, как его зовут, очень бедные люди. Это редкий середняк был, та семья, которая не делилась, понимаете? Там отец, вот 2 сына на 2 дома, вот они не делились, они имели там лодку, имели сети, но немножко удачливо это как и половили. А богатых тут не было. Не было тут кулаков, никого не было. Ну, находили любые причины, чтобы выслать там за веру, кто верит там, церковь ходит, по навету, такие знаменитые тройки. Это мой дед Прокофьев Степан Андреевич. Ну, деда потом расстреляли, как врага народа, в 1938 году. Служил в Генеральском полку, в конном полку. И, в общем, один раз за отличие в смотре, что-то никто не мог выполнить какое-то упражнение в присутствии Николая II, то он выполнил, единственное. И вот ему за это тут Николай II вручил серебряные часы и серебряную чарку, как называли. Вот, это было у него до последнего времени. Даже когда его арестовали, как врага народа, эти не тронули, остались при нем, дома остались. А много вот ижор во время репрессий погибло? В общем, с этих деревень, вот нашей и вот Андреевщина, 30 человек. Тут в 90-е годы в газете даже был список всех репрессированных. 30 человек туда, домов-то, не знаю, 60 домов, назад там сколько. Так что много, большой процент. Многие записывались русскими, потому что были гонения, притеснения. Вот у меня брат, вот жили мы здесь в Дубках. В 1947 году его из семьи выселили отсюда, потому что он ижор. Остальные все были русские, а он ижор. Весь этот народ прошел через трагедию войны, Второй мировой войны. 3 декабря 1943 года, когда здесь уже хозяйничали немцы, все наше население было эвакуировано сначала фашистами в Эстонию, а потом в Финляндию. В Финляндии мы были год, в Эстонии мы были всего 6 недель, но за эти 6 недель и 6 тысяч человек больше 1000 умерло от различных заразных болезней. В Финляндии работали все наше население, работало кто на заводах, кто у хозяев. Ну, это в Финляндии мы были, значит, когда нас там из концлагеря выпустили, мама работала на какой-то заводе, там уборщицей. Была батраком в Финляндии, всю жизнь 10 коров доила вручную. Не хотят доить аппаратами, она вручную руки опухшие доила. 16 лет молоденькая девчонка. Поедешь в Россию, говорит, не говори никому, что ты там доил 10 коров. В больнице там лежала, с опухшими руками. А потом хозяин, видно, испугался. А пенсию-то получает 1500, господи. Ну, вернулись мы в конце 44-го, когда Финляндия вышла из войны, в Ярославскую область. Приехали мимо Питера, и всех тут обрадовали, что вас сюда не выпустят, увезут туда. Казалось бы, тут же вот он, рукой подать дом. Нет, увезли туда. Потом оттуда уже кто как добирался, кого пустили, кого не пустили обратно. А у меня отец был в плену и был в Германии. А Германия с финским правительством было договорено, что они всех ижор отсылали в Финляндию. И он работал у хозяина как военнопленный, зарплату не получал, но жил вместе с нами, с семьей. И в 1945 году, когда Финляндия вышла из войны, приехала контрольная комиссия наша,
Значит, кто хочет вернуться в Советский Союз, подавайте заявление. Вот отец собрал всю семью, у нас 3 брата, сестра и мать, и сам он. Что будем решать? Мы могли остаться там. Будем оставаться здесь в Финляндии или поедем в Россию. А я, как самый старший комсомолец, вы как хотите, а я один поеду. Отец говорит, ну, раз старший сын так говорит, не хочу я оставить их батраками тут в Финляндии на всю жизнь. Я, какие там батраки? Это рабочие, как у нас вот тоже. Ну, так и вернулись. Как только дали согласие вернуться, отца сразу обратно в лагерь. И он вернулся уже как военнопленный туда, в Кузнецкий угольный бассейн. 10 лет сидел в тюрьме. Мы не смогли вернуться на родину до 1955 года. Это 12 лет скитаний, хотя каждый человек стремился к себе на родину. И мы приехали в 46-м, приехал брат, в 47-м я приехала, мама приехала в 48-м, но никого домой не пустили. Давали 24 часа, и мы вынуждены были уезжать. Ну, и тут половина домов пустых было. Некоторые жили, вот километров за 50 отсюда жили, так ночами по-воровски в свои дома приходили. Придут, пограничный режим был строгий такой. Ну, и родители сами уже боялись говорить на своем языке и боялись за нас. С нами только на русском разговаривали, чтобы мы были бы русскими. Вот в Югантове была застава, она там сидела в холодные 2 суток, потому что пришла навестить отца с детьми. Мать выгнали отсюда. Где-то мать скиталась под котлами там, в этих деревнях, потому что в Финляндии была. Вот. Не то, что финка, она паспорт потеряла, сделала сижур. И вот она ночью шла вот этими, под котлами есть дорога, и пришла там, когда постирает, когда сготовит, душа-то болела, ну и вот о детях. И вообще у меня родители, они очень мало говорили об этом времени, обо всем. Это же опасно было. И отец никогда он не пел ижорских песен, никогда он не рассказывал ижорские сказки. Когда у нас смещение народов произошло? 30-е годы. После войны сюда привезли к нам в Воронежской области, что ли, переселяли сюда. Тут народу местного было мало, так оттуда переселяли сюда. Даже такой смешной случай. Один, помню, рыбак у нас, сейчас его уже нет, умер. Говорит, что там в Воронежской области, там камней даже нет. Вот, для капусты гнет, так передают по наследству, как приданное. И оттуда ехали, пудовые камни везли все сюда. Говорит, как выше на берег, было хохоту, говорит, там же миллионы камней. Когда-то давным-давно говорили, что на Ижорской земле камней было все-таки меньше, чем песен. Пели всегда, и в радости, и в горе. Мне бы петь теперь не надо. Петь не следовало песен целых 6 и 7 годочков, даже целых 7 столетий. На земле лихое время, время слез на белом свете. Эти слова я слышала еще от своей бабушки. Это очень старинная ижорская песня, записанная еще в 1853 году. И строки эти оказались пророческими. Уходили поколения, измученные войнами и бедностью, властью и непониманием. Уходили и песни. Но еще многое, настоящее, ижорское сохранилось на этой земле. Mammani minua kasvatteli kukkakäin pääli. Mie kun lauloin tyttöäijän päällä, niin kuin lintu okkana päällä. Hamasina männö tyitä myyt, tunki valki jallaan, noudella tulla vain. Punapotki poika. Sä jo pettelet. No mä enköhän näin. Hamasina männö tyitä myyt, parahoti huutaa. Tytöl helmet heillä jäätä, poika antaa suuta. Мама minua kasvatteli ammattomistäivin. Бедные годы. Äiti kuuli, emä kuuli, ei mie yksitäni.
Бабушка меня вырастила в бедные годы. Мама умерла, папа умер, осталась я одна. Она выплакала целое ведро воды. Она пела на скамейке, как птичка на забое. Если бы она была ласточкой, не жила бы она здесь. Летала бы и пела бы, как птичка на железных заводчиках. Это песня бабушкиного собственного сочинения. Ну, понравилась эта песня? Она по-русски рассказывает. Хватит, наверное. А что, говорит, меня так долго снимают? Я говорю, ты красивая баба. Баба, она говорит, да, красивая. Вот когда она была молодая, тогда она была красивая. Вот, волосы у него были, по-моему, волны все делала, у меня голова была делала. красивая, но ни одного фотографии не осталось. Я 29 лет живу одна. Что я хуже? Молодец. Что, говорит, я хуже? Куда надо, чертова? Куда их надо? Не говори. Куда хочу, туда и пойду. Правильно. Никто не ругает. Да? Вчера пришла 11 часов домой. Вечера. После Никто не вчера ругает. тоже так же. Молодец. Двери открою, лягу спать, и все в порядке. Утром встану, как милая Олечка. Милая Олечка. Как она себя любит-то, а? Будем шаиться, я шу в ад. Да. Потому что я ничего хорошего на свете не видела, ничего. Но пока-пока. Оставайтесь все здоровья. Не болейте, идите с Богом. Сколько я помню, до войны, хоть я маленькая девочка была, но все равно отец в море ходил, сестра старшая в море ходила. Рыболовством занимались. Всю жизнь, ну, были и коровы, и хозяйство было, сельское хозяйство, все было. Но большинство все рыболовством. Зимой на льду, осенью на сетях, а летом на ставниках. Раньше рыбу ловили на лодках, ведь не было такого, что были тральщики там, да все. На маленьких лодках ловили. Понимаешь, с одной бочки тонна. Понимаешь? Тонна рыбы с одной бочки, да? Это интересно. Когда рыбацкий азарт. Сказать про чай, что вот почему они так за нами летают туда-сюда, мы их подкармливаем. Раньше нам все деды говорили, что чайка — это судьба, душа рыбака. У рыбака своя судьба, здесь каждый с детства с морем обручен. Где шторм и ветры, там вся жизнь борьба, бесстрашие наш морской закон. Дальних причалов чужие огни ищут кого-то, лучи маяка, соленые волны, соленые дни, а в небе горит, горит, горит звезда рыбака. Звезда рыбака – это рыбацкий гимн. Я так считаю. Наши края пережили 3 революции. Но в Октябрьской революции я не участвовал. 3 революции у нас произошла, я был активный участник. Это как колхоз приобрел траловый флот. Он дал возможность рыбаку ходить в море одному. Не надо было таскать жену сзади вместе на берег, там рыбу щипать и сети разбирать. Как только траловый флот появился, люди стали зарабатывать. У нас по колхозу пошла стройка новых домов. У нас десятки домов в году строили новых. И 3-я революция, пожалуй, самая большая для нашего края. Это когда колхоз построил рыбзавод. Все получили работу. Рыбаки получили работу. В море надо рыбу ловить. Женщины получили работу в цехах. Это открыли мы завод в 1972 году. 10 мая 1972 года начали выпускать продукцию копченую рыбу салаку.
Копчушку делали хорошую, у нас копчушка ценилась. Копчушка дала прибыль, и вышел 1 миллион чистых денег. В то время 1 миллион были большие деньги. В феврале 1975 года начал работать консервный цех. Наши консервы очень славились, очень славились. Коллектив был дружный, хороший, трудолюбивый. Все местные жители были здесь. Из крестьян они работящие люди были. Когда-то на всю Ленинградскую область, по северо-западу колхоз был миллионер. Первое место, кажется, по северо-западу имел. А теперь одно судно осталось. Вот и жоры, местное население. Довели до того, что ни сельского хозяйства не стало, ни обработки, ничего. Погода уже, нету рыбы. А зимой это сетки ставили, корешку ловить. Лунку вскрываешь, салака такая, салака был. Такая тощая, она еле-еле живая, что ей не хватает корма. Чем? Все, моя рыба кончилась. Рыбалка у нас зимой на корюшке, где можно маленько реально заработать. Летом мы так перебиваем. Ну как, пришли вот так часто. То есть нет столько дохода, что... А сейчас рыбы нету. Вот и страдаем из-за рыбы. А раньше все рыба была у нас, все рыба. На первая рыба, на вторая рыба, все рыба была. Ну, в общем, салату по-талапански готовят так. Вначале ее сполоснут, но не чистят. Ее вымоют просто. Потом с лучком. И любимое блюдо для ижор, конечно. Ну, теперь все привыкли, которые живут вот здесь, в этой местности. Все любят, все едят. И очень нравится. Ну и все, сейчас поставим вариться. Минут 20 варится, и все будет вкусненько, готово. Ну и лаврушечки еще плюс к этому. Перчику немножко. И чтобы был обязательно бульон. Без бульона не такая вкусная рыбка-то будет. Блюдо называется салака по-талапански. По-ижорски. А вот объясните, что такое талапанцы? Талапанцы, ну это как бы все вот другие нации обзывали нас, ижор, талапанцами. И сейчас или талапанцы, или чухна. Это было первое блюдо, первая еда. Мясо не столько ели, сколько салачки. На рыбе прожили всю жизнь. Зато, может, так и живем, такие вроде, как покрепче. Рыба же это белки, легкая пища. Вот мы и поставим. Пусть. Ну, сейчас вот я сложу рыбу. И потом буду жарить ее. Это по-ижорски получается пайщик-кань. Вот, и нас в школу, вот бабушка отправляла, и вот всегда так нам все жарила. Утречком сразу, чтобы быстренько. Вот видите, как хорошо поджарилось. Вот. Вот. Не той рукой, лучше вот так видно. Вот блюдо. Ижорское блюдо. Ижорское блюдо. Национальное. А потом еще что делали, вот я вам расскажу. В общем, там пару яичек разбивают, масло сливочное и сметаны туда еще. И тоже ставят в печку. И вот оттуда с печки снимают. Если вот там, например, блины, картофельные лепешки вот пекли. Это называется макани, вот что это яички, там сметана и масло. И макают. Оно же очень сытная пища была. Сейчас трудно живется? Да нет, живем неплохо.
За то, что пенсию дают неплохо. Слава богу, жить можно. Да свой огородик. Вот капуста своя выросла, луку сколько наросло. Морковки, свеклы, картошки. Всего. Что надо. А много ли надо? Правда? Теперь уже постарше, надо что-то чуть повкуснее попробовать. Послаще. Вот как вы думаете, какова перспектива у народа? Ее надо обратно восстановить. Это ты, да. Чтобы они существовали бы жары еще. Нельзя ей потерять. Но то я скажу, что как мы помрем, оно теряется. Уйдет. Да, она уничтожится, да. Потому что дети, сейчас они не знают у меня ижорского языка. За это даже сажали. Не разрешали ничего. Конечно, не поднять ижорский язык. Лет 20 назад надо было заняться этим делом, а тогда не смели. Matka tyttoi konsonaika, konsaiko jännettä. Vielä tullo mokkomaika, en oisaiko jäntama. Maka, maka, tyttoi laps. Maka, maka, tyttoi laps. Вель парништ, пойга лапш, пойга миле миньян тоби, той шан шаунан лями. Мне сейчас хочется прочитать вам слова замечательного поэта Армаса Хири. «О, музыка родного языка, ласкающая слух мне с колыбели, летящая ко мне издалека, из недр веков сквозь ливни и метели. Мне предки позабытые мои язык свой умирая завещали, в нем шум листвы и плеск речной струи, все радости мои и все печали. Шепчу два слова: айти, котыма, и вижу мать, и вижу край родимый, и блещет лето, и метет зима, и мажет осень красную рябиной». К моему стыду, в 58 лет я не говорю на языке своего отца. И поэтому, когда мне попал в руки букварь ижорского языка, я стала по крупицам читать слова, произносить звучание их и переводить. Я считаю, что пройдет год-два, я заговорю на родном своем языке. Надо всем нам объединиться и сохранить этот язык. Пусть им занимаются энтузиасты, пусть им занимаются неравнодушные люди, дети, кому интересна история своего народа. Но язык нужно сохранить, пока не поздно. Я вам дала задание, чтобы вы сходили к бабушкам, к нашим. За каждой девочкой закреплена бабушка, и у каждой девочки своя работа. Вот, например, Алиса, за какую тему ты отвечала? Деревья и цветы. Деревья и цветы. Вика, ты к бабушке ходила к какой? Антонине. Вот, к бабушке к своей. К своей, да. Так. И какая у тебя тема была? Море. Море. Сколько слов ты на эту тему собрала? 24. 24 слова. Замечательно. Сейчас об этом поговорим. Мирослава к кому ходила? Марии Михайловне. И Ольге Михайловне, да? Вот. Какая у тебя была тема? Дом. Дом. Ну, замечательно. Значит, вы собрали слова. Сначала написали их по-русски, да? Их было порядка 20 слов. Затем вы ходили к бабушкам и их переводили. Откроем море. Тему море. Как же будет море? Море. А громче можно? Море. Вот, замечательно. В тетрадь-то не смотрите? Хорошо. На море что? Волны. Волны. Как будут волны? Алга. Алга, замечательно. Мы с вами набрали много-много слов. Для того, чтобы нам разговаривать, нужны какие еще части речи? Нужны глаголы и прилагательные, местоимения. Вот следующее ваше задание. Вы идете к своим любимым бабушкам и просите их, чтобы они вам помогли разобраться с глаголами.
находясь на родине, живешь своими корнями, потому что здесь все наши корни. Но, к сожалению, надо сказать, что здесь восстанавливаются дома только дачники, которые приезжают, строят очень красивые коттеджи. А ижорский народ в основном беднеет и уменьшается. Но в прошлом году в Кингисеппе прошел областной семинар в декабре. Я тоже выступала на этом семинаре и просила, чтобы в школах азы хотя бы давали ижорского языка. И обещают издать букварь. И добровольно, кто желает, будут изучать вот этот язык, чтобы он совершенно не исчез. Я только что недавно вспоминала, что 12 лет назад, 1 октября, мы пришли, слез вытирала и говорит, что иду, вешают табличку Ижорский музей, сама как плачет, что дожили мы до таких времен, что для нас сделали музей, что народ только терзали, гоняли по всей России. Много лет колхозники рыболовецкого колхоза «Балтика» мечтали о своем музее. И вот в 90-м году, когда решили делать музей, собрали первые экспонаты, они оказались все принадлежащие ижорам. И посвящены были в основном рыболовству. Потому что в основе создания вот этих больших колхозов стояли маленькие рыболовецкие артели из ижор. И вот родилась идея создания Ижорского музея. И мы постарались в этом музее показать не только историю ижорского народа, его прошлое, но и его настоящее, потому что ижорский народ до сих пор живет и до сих пор надеется на то, что его культура и его люди не затеряются в этом огромном мире. Как День Победы, так они не сняты, так медали приходят. Скажи, снимешь, а забудешь. А как же? У нас еще хомут там где-то есть старый. Ага. Вот тут я поглядел, нету хомута, надо будет поглядеть. У меня еще этот море брали. У нас тоже когда-то было. У нас отец возил камни в Ленинград. Да. Вот этой киркой доставали с моря. 3 кубометра камней. Еще есть, я все собираюсь в музей сдавать. А это мой отец без ноги, инвалид. Вот это моя мама. А меня нет, я еще маленькая была. И вот мама родила, вот 11 человек. У нас детей 4 умерших, 7 мы были живы. И вот сейчас умерших. У мамы была очень тяжелая жизнь. Очень тяжелая жизнь. 9 дней только она прожила с отцом с 2 ногами. Сразу взяли В 14 году Первая мировая война, конечно. Взяли ногу в Кингисеппе, отняли. И вот мама с ним жила. Он молодец, он с одной ногой ходил и в лесу, и в море ходил, и везде ходил. Был сильный молодец. человек, Сильный человек. Да, сильный духом. Вот надо предложить Наталье Николаевне. И рожок нашла второй. Один уже здесь есть, второй нашла. Пастушечий рожок. Скоро их ничего уже у нас не будет. Все, музей. Я их очень хорошо знаю. Она как пела ижорские песни. Приезжали и очень много людей. И с Эстонии приезжали, из Финляндии приезжали, отовсюду приезжали. Она очень пела хорошо, и все на ижорском языке. Вот столько я знаю, больше ничего не знаю. А так она бабка хорошая была. У меня с Екатериной Александровой произошла очень интересная такая история знакомства. Мы работали в экспедициях, и всех местных людей опрашивали, не знают ли они где-то древние памятники. И вот мне эта бабушка одна из деревни Валяницы решила показать древние шведские могилы. Мы с ней пошли через поле, был жаркий день, она устала, и вдруг таким чистым, ясным, молодым голосом запела руну о происхождении мира из яйца ласточки. Мы разыскали на старой пластинке подлинный голос Александровой. Lehtoa levätäkseen metästä munijakse. Löysi mättäjän sinisen, toisen mättäjän toisen mättäjän punaisen, kolmas kellään karvaliin.
Valoi vaskisen pessäisen muni kultaisen mun nais. Tuli tutsa aika tutsa viiden. Я ее знала. Эти вещи не просто деревяшки и железки, развешенные по стенам, а это действительно очень ценные и очень дорогие для людей экспонаты. Вот уж как попало, ни одной работы, ни одной вещи Ижора не сделают. А любую вещичку стараются украсить, дом стараются украсить. Красивый народ, умный народ, ироничный и очень трудолюбивый. Ну а то, что Ижора поют и любят петь, наверное, вы уже заметили. Tutturuluttu paimen poika ja karjakotti. Itse istut kivirtäälle ja putojotti. Ну, тутурлуту, пастушок, гони стадо домой, сам садись на пенек и не попади в речку. Нас объединила песня. 8 марта следующего года нам будет 10 лет. Вначале мы исполняли, у нас репертуар состоял чисто из русских песен, народные песни. Мы их собирали тоже в деревне. Вот этот состав, 8 женщин и 1 мужчина-гармонист, Володя. С этим составом мы как бы работаем уже 7 лет. И вы знаете, вот у нас в ансамбле Зоя чистокровная ижорка, она владеет ижорским языком, и как-то она предложила, и мы подхватили и начали записывать ижорские песни. Надо его убить, потому что он будет мешать. Роскалина моя, да розмалина моя. К сожалению, сказать, что очень мало уже осталось вот истинно песен, кто бы нам мог передать это все. Конечно, в записях кто-то когда-то приезжал сюда с экспозициями, мы берем, но это уже не то. Вот та песня, которая записана с живого голоса, это истинная песня. Та частушечка, которая спета от души на празднике нашем и потом вынесена нами на сцену, это вот именно то, что истинно народное еще, который этот материал передается из поколения в поколение. Вот, и знаете, с таким интересом восприняли, мы взялись за это дело. И у нас создался, в общем-то, очень неплохой репертуар. Мен мия мецеле кежеле, кешки кежен хейнайга, пара халепе вюхеле, меца шолы метатауны, меца шолы метатауны, пудан пунашках канава. У нас в Доме культуры есть ансамбль «Родничок», детский фольклорный ансамбль. И радует то, что последний год дети потянулись вот именно к ижорским песням. Знаете, девчонки приходят на репетиции, как на праздник. Репетиции, общение, какие-то концерты, гастроли. И особенно, когда вот люди благодарят им, они прямо такие окрыленные. Пока народ поет на родном языке, говорит на родном языке, любит свою землю, свои традиции, значит, он живет.
Большая нация ассимилирует маленькие. Учили нас только русскому языку, ведь мы же не были ни грамоты, ничего мы не знали. Вот потому и уходит. Вот уже дети, вот дочка уже, ну, понимать-то понимает, а говорить не говорит. Сын то же самое, внуки то же самое. Пройдет еще одно-два поколения, и все, не будет никаких жертв больше. Одна память только останется. Какие бы исторические невзгоды не проносились над моим народом, народ падал на колени, но находил мужество опять вставать, опять радоваться жизни, созидать ее, растить детей. Все трудности, невзгоды мой народ преодолевал и преодолеет в будущем. Вот что я скажу. Вот и закончилось наше повествование о судьбе ижорского народа, его жизни, его песнях, рассказанное самими ижорами. Пусть живут они счастливо на своей земле и очень долго.